Всем привет! Я очень активно использую циолит для растений. Не в качестве дренажа или составляющей грунта. Мои растения посажены и растут в циолите. Я знаю, что такое циолит, и когда у меня появился первый дендробиум, то даже не было никаких сомнений, во что его сажать. И было очень интересно узнать, как отреагирует дендробиум на такую посадку. Дендробиумов становилось все больше, и вопрос остался актуальным: возможно ли вырастить дендробиум в циолите? Подойдет ли циолит для дендробиумов как безземельный субстрат? Как будет развиваться корневая система дендробиумов в циолите и как поливать? Вопросов много, но есть уже промежуточный результат. Начну я с этих замечательных дендрофаленопсисов. Это нидерландские растения. Два одинаковых растения, на каждом по одному цветоносу. При осмотре видно, что растения абсолютно здоровые и с отличной корневой системой. При пересадке в циолит я старалась максимально очистить корни от субстрата, в котором они росли. Корешки светлые, нет гнилых или поврежденных корней. Этот дендробиум посажен в циолит средней фракции, в небольшой горшочек по размеру корневой системы. Горшок без дополнительных боковых отверстий. Отверстие только внизу, на дне горшка. Сразу предусматриваю возможность фитильного полива. Второй дендрофаленопсис тоже максимально очищен от грунта и готов к пересадке. Так эти растения выглядят сейчас, с большим количеством листовой массы и новыми ростами. А это непосредственно мой первый дендробиум, тот, с которого все и начиналось. Две псевдобульбы и на каждой по очень взрослому и хорошо развитому кейку. Кейки я сняла и отсадила отдельно, а материнское растение продолжает расти. Очень хорошо видно воздушные корни и даже вот такой замечательный новый побег. Можно смело сказать, что растение адаптировалось к новым условиям содержания и закрепилось корнями в новом субстрате. Отсаженные кейки тоже продолжают свое развитие. Выглядят как вполне самостоятельные и взрослые растения. Растут хорошенькие молоденькие псевдобульбы. Независимо от сорта, абсолютно все дендробиумы мне очень нравятся. Считаю их очень оригинальными растениями. Обожаю эти торчащие во все стороны псевдобульбы и с нетерпением жду новые росты. И для пополнения коллекции и разнообразия сортов я купила азиатские дендробиумы. Не скажу, что это супер уникальные или редкие дендробиумы. При покупке особого выбора не было. Растения приехали очень слабенькие, маленького размера и с пересохшими корнями. Можно сказать, что всю корневую систему пришлось наращивать с нуля. Сейчас уже виден прогресс. Развиваются псевдобульбы и хорошо видны воздушные корни.
Посажены дендробиумы в циолит средней фракции и находятся на фитильном поливе. Но поскольку корневую эти дендробиумы еще только наращивают, то от фитильного полива толку пока никакого. Фитиль я не поднимала. Он расположен на дне внутреннего горшка, и поэтому влажным остается только нижний слой циолита, а корни, соответственно, остаются вверху субстрата либо на его поверхности. Я смотрю по состоянию дендробиума, насколько сморщенные псевдобульбы, невялые ли листики, и приблизительно один раз в 10-14 дней замачиваю горшок в отстоявшейся воде. Пока таким образом осуществляю полив именно азиатских дендробиумов. А дальше, когда уже буду видеть в горшках корни, то замачивать не буду, и растения останутся на фитильном поливе. Этот дендробиум – это особая история. Настолько крошечными и вялыми были эти два кейка, что и надежды на то, что они адаптируются, да еще и пойдут в рост, практически не было. Но они умнички, смогли прийти в себя и выглядят вполне здоровыми. Выросли уже буквально в 2 раза. Корешков пока не видно. Ждать корни в таком большом объеме придется еще долго. Но внешний вид растения меня устраивает. Следующий дендробиум уже успел корешки нарастить, и есть новый ростик. За исключением кейков, все азиатские дендробиумы были в одном размере, и этот сорт был самым дорогим. Хорошо растет, и видно, что циолит ему вполне подходит. Это тоже один из дорогих сортов. Этот дендробиум в циолите чувствует себя замечательно. Есть хорошенькие воздушные корни и хорошая листовая масса. Этот дендрофаленопсис был одним из первых посаженных в циолит и уже растет исключительно на фитильном поливе. Он благополучно отцвел и сейчас растит новую и замечательную псевдобульбу. Этот дендробиум тоже отцвел у меня. Новая псевдобульба еще в активном росте. Мне понравилось то, как выглядит растение, и выращивание в циолите дендробиумов, по-моему, имеет место быть. Но не все дендробиумы находятся у меня на фитильном поливе. Речь пойдет о 4 взрослых растениях. Это нидерландские дендробиумы. Посажены они, конечно же, в циолит, в прозрачные горшки без дополнительных отверстий. Сквозь прозрачные стенки горшков видно, как развивается корневая система. Видно, что дендробиумы хорошо наращивают корни в циолите, а на поверхности субстрата новые воздушные корни. Эти дендробиумы я купила цветущими. Они очень долго цвели. Цветы не ароматные, но очень красивые. После окончания цветения я пересадила дендробиумы в циолит, и все лето они простояли на улице, на свежем воздухе, и обильно поливались. Осенью я уже стала осторожничать и поливала эти дендробиумы, только периодически подливая воду в подставку.
По внешнему виду растений и по сморщенным псевдобульбам видно, что влаги недостаточно. А особенно сейчас. В зимнее время я боюсь их поливать. Поэтому думаю, что будет правильным решением посадить эти дендробиумы тоже на фитильный полив. Они самостоятельно будут пить столько, сколько им необходимо, а поверхность грунта будет оставаться сухой. А заодно и посмотрю, что происходит с корнями. При пересадке дендробиумов в циолит я старалась максимально очистить корни от их родного субстрата. Но все же остались еще некоторые частички кокоса и торфа. Видно, что на данный момент корни – это мочалка из сухих старых корней и белые молоденькие корешки, которые и видно было на стенках горшка. Корни, которые доставали до дна горшка, и у них был доступ к влаге не вялые и не закупленные. У всех 4 дендробиумов практически одинаковая картина. Видно, что действительно влаги им не хватало. Они всячески пытаются нарастить и корни, и псевдобульбы. Очень радует, что ни один рост не загнил и ни одного гнилого корешка я не нашла. Этот дендробиум я купила с одной взрослой псевдобульбой, которая выросла уже до невероятных размеров и упирается вверх стеллажа. За лето вырос замечательный новый рост и даже небольшой цветонос, который процвел уже в доме под лампами. Растет дендробиум в циолите на фитильном поливе. Внешний вид растения говорит сам за себя. На данный момент у меня нет цели поиграться с перепадом температур и довести все дендробиумы до цветения. В первую очередь я хочу видеть красивые пышные кустики с здоровой корневой системой и убедиться, что дендробиумы тоже можно выращивать в циолите. Всем пока! До новых встреч, и пусть растения вас только радуют.